Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас я расскажу о том, каковы причины и что делать, если пропал свет в квартире. Что делать, если пропал свет в квартире? Прежде всего, необходимо понять, полностью ли квартира осталась без электричества, или частично, то есть ли какие-то части квартиры, которые остались с электричеством. От этого зависит то, что нужно и можно дальше делать. Также я расскажу, что делать, когда пропал свет в квартире в тот момент, когда включили свет или какой-то электроприбор. Если пропал свет в квартире или частном доме полностью, нужно осмотреть счетчик. На что следует обратить внимание? Первое. Светится ли лампочка на вашем счетчике или его дисплей? Если на нем ничего не светится, значит электричество на него не поступает. Это значит, что нужно звонить в городские службы или в энергокомпанию, чтобы подали напряжение на вашу квартиру или дом. Иногда перед счетчиком есть автомат. Если он выключен, то электричество, конечно же, не поступает на счетчик, а значит на всю квартиру. Автомат можно включить, и свет появится. Если этот автомат явно теплый на ощупь и не включается, стоит попробовать его включить через время, когда он остынет. В том случае, когда счетчик старого образца, на котором нет никаких лампочек или светящегося дисплея, то судить о том, поступает ли на него, а значит и на всю квартиру электричество, можно только косвенно. Для этого нужно посмотреть, есть ли свет у соседей. И если есть, значит нужно искать проблему в щитке или квартире, о чем и расскажу дальше. Также искать проблему в щитке или квартире следует, если осмотр счетчика показал, что его лампочка или дисплей светятся, а электричества в квартире нет. Что же делать, когда совсем нет света в квартире или частном доме, но лампочка или дисплей счетчика светятся? Когда счетчик светится, значит он электричество на квартиру подает, но оно до квартиры не доходит. После счетчика электричество первым делом попадает на автоматы, расположенные в щитке. Это может быть тот же самый щиток, где установлен счетчик, а может быть отдельный щиток, только с автоматами. Нужно осмотреть автоматы и определить, нет ли среди них выключенного. Если есть, то включить его, и свет появится. Автомат может и не включиться, если он очень нагрелся в процессе работы. Нужно дать ему остыть, а затем включать. Если нет света в квартире, автоматы включены, то можно попытаться выключить их и заново каждый автомат включить. Это может вернуть электричество в квартиру. В том случае, когда нет электричества в квартире, а повторное включение автоматов результата не дало, следует вызывать электрика. В ситуации, когда пропал свет в одной комнате или пропал свет в ванной и туалете, в общем, не во всей квартире нет электричества, действовать нужно так. Следует посмотреть в щитке, нет ли автоматов, у которых рычажок опущен вниз. Если есть, и автомат не теплее, чем окружающий воздух, то его можно включить, и свет появится. Если автомат слишком теплый, то дождаться остывания и включить. Если свет не появился, то следует вызвать электрика. Неплохо бы обратить внимание на то, нет ли запаха горелой проводки в квартире, и если есть, то где именно. И эта информация поможет электрику быстрее найти неисправность. Все эти рекомендации помогут вам в случае, когда нет света в половине квартиры. Часто бывает так, что пропало электричество в квартире полностью или пропало электричество в одной комнате в тот самый момент, когда вы включили свет или какой-нибудь электроприбор. Значит, выбил автомат или пробка в щитке. В этом случае нужно первым делом отключить только что включенный свет или электроприбор и только потом включать автомат или пробку в щитке. Что касается этого электроприбора, то его нужно ремонтировать. Он явно неисправен. То же самое касается и светильника, при включении которого пропал свет. Скорее всего, в нем неисправна лампа.
Ее нужно вынуть и заменить, и только после этого можно включать свет. Иначе все попытки включить автомат будут приводить к его повторному отключению вплоть до выхода автомата из строя или возгорания проводки. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.